Доброе утро. Да, привет, друзья. Сегодня находимся мы сейчас в городе Учжоу. Это провинция Гуанси. 2 дня мы были в Любао. Это родина чая одноименного Любао, или 6 холмов. Вид хайча из провинции Гуанси. А сейчас мы направляемся дальше, путешествуем провинцией в поисках зеленого и красного чая. Тут много есть еще неисследованных мест и исследованных мест, где я был достаточно давно. Поэтому путешествие продолжается. Выдвигаемся с утра дальше в путь. Вот такие мы бодрые мы такие с утра. Мы приехали в окрестности города Гуйпин. Это тоже, естественно, провинция Гуанси, как это ни странно. И сейчас поедем на место, где производят знаменитый зеленый чай из Гуйпина. Я думаю, у нас все должно получиться. Сзади уже живописные горы. И мы движемся. Но сначала нам надо пообедать. Поспал в машине, потому что тяжелый день был вчера. В Гуйпине мы первый раз, но уже разведывательную информацию получили. Здесь самый знаменитый чай называется Си-Шань-Ша, или западный чай, чай западной горы. Мы сейчас на эту самую западную гору приедем. Это тоже место, может быть, не чем-то оно напоминает. Мы здесь только что просто проезжали, но решили вернуться обратно. Это на самом деле знаменитые вот эти вот чайные дела, как это Ханчжоу, Лунцзин там и так далее. То есть это некое Люйоучу, то есть туристическое направление, но также там еще выращивают чай. И чай, соответственно, продается в основном туристам, как некая местная такая достопримечательность. Были тут в одном магазинчике просто посмотреть на разведку. Чай по аромату и по внешнему виду очень похож на Маодзянь. Мы сейчас посмотрим, но такой более глубокий показался аромат. Вот. Сейчас мы подъедем уже на само место, где непосредственно чайные сады, и посмотрим, производит ли чай прямо сейчас. По идее, сейчас должен быть самое начало сбора. В общем, как и ожидалось, при подъезде к горе сразу же уже платный вход, туристическая зона, все такое. Сейчас попробуем съездить в соседнюю деревню, посмотреть, есть ли тут вообще доступ к производству чая бесплатный, чтобы просто пообщаться, посмотреть с фермерами, или тут все настолько сильно туристизировано, что невозможно вообще даже поговорить непосредственно с производителями. Вообще, да, очень много народу, очень много машин. Сейчас еще последний день праздника, вот, поэтому не факт, что мы вообще что-то сегодня сможем посетить, но попробуем. Вот мы и приехали в чайный сад горы Сишань, или Западной горы, которая находится в городе Гуйпин. Это такое туристическое направление, как я уже это понял раньше. Здесь нужно платить за вход целых 5 юаней. Я сейчас заплачу за себя и за Федора. Буквай, чтобы. Погой. Он говорит, что, говорит, умеете говорить по-китайски? Я говорю, не умею. Можно покормить рыбок, птичек. И вообще что-то еще посмотреть. А еще там выход вроде как должен быть из чайной плантации. Да, на самом деле сама чайная плантация, в общем-то, очень маленькая. Я только что над ней пролетел. Вот мы сейчас к ней выходим уже. И, естественно, большинство чая с Западной горы или с Сишань, ну, это, как правило, наверное, маофен из соседних уездов, который привозят сюда, чтобы продать под более известным именем. Эта история абсолютно всекитайского масштаба, то есть она ничем не отличается от каких-то других историй. Вот, собственно, чайный садик. Мы сейчас к нему выйдем. Здесь она для нас будет интересна тем, что мы хотим попробовать сам чаек. Сейчас мы, может, зайдем к кому-нибудь, кто его продает. Но в целом, я думаю, подобные зеленые чаи, они далеко не все обладают какими-то уникальными, скажем так, свойствами либо историей. По этой причине, собственно, никто особо про этот зеленый чай из Гуйпина не знает, даже внутри Китая. Вон там, кстати, собирают чай. Пойдем посмотрим. О, колючка. Класс, пойдем перелезем. Надеюсь, нас никто не застрелит тут. Осторожно, колючка, Федь.
Вот тут какой-то водоемчик с карпиками. Интересно, то, что такой крупнолистный сорт. Пойдем у сборщика спросим, что за чай. Похоже, государственная контора. Да, я решил с ними не разговаривать, потому что явно они по путунхуа не говорят. 那个就是茶叶树，也是这个你们本地的那个。这个是山茶种。Говорит, что сишань чаджун и очень хороший, вкусный. 上面抠一下老板。好，我们去看一下。Говорят, ну сходите, говорит, самый вкусный чай из Сишаня там будет. Нихао. По-прежнему все стреляют здесь, потому что Тиньминзе продолжается. Вон там группа школьников. О, выход тут. Как подсказывает мне мой опыт прохождения по тысячам чайных плантаций, выход здесь, да. Ну все, пойдем знакомиться с местной молодежью. Вот она, дорожка-то была недалеко. Здорово, пацаны! Как ваши дела? Привет, привет, здорово! Классно, да? Хорошие дела, да, вообще, круто. Его зовут Федор, тоже мой друг, очень классный. Вообще супер. Надо просто приучать к тому, что все иностранцы на самом деле по-английски не говорят, по крайней мере русские. Вот поэтому учите русский язык, учите английский абсолютно бестолково. Вот тут у них чай не пьют. Вот такая туса тут. Ну, в общем, вот так вот выглядит такое массовое, скажем так, чаеводство в Китае, туристическое чаеводство. Мы сейчас прошли, вот специально мы снимали этот репортаж, по сути, вот без перерыва я шоу, без всякого монтажа. Просто вот мы прошли через всю плантацию Сишань. Сейчас вот мы до конца ее дойдем. Вот она и все. Посередине, собственно, чайный завод. И там вроде как нас обещали чаем угостить. Пойдем обратно в эту тусовку, нас, может быть, даже чаем угостят. Пойдем. Слушай, да, а вон завод чайный. Пойдем на завод посмотрим. Вау. Большой года. Большой год. О, Элосы. Они снимают нас, мы снимаем их, короче, да. Но что-то чай попробовать тут нельзя. Они тоже все ждут, похоже. Слушай, как их много. Вот это, кстати, очень хорошая репрезентатива, сколько на самом деле китайцев. Китайцев много. Это ученики одной школы, скорее всего, 1 или 2 класса, навряд ли больше. И вон у них там даже какой-то символ с львом. Да, написано деревенская ферма, короче, обработки сырья. Там сейчас можно увидеть свежий лист чайный, но почему-то все закрыто. Вот, немножечко там лежит чая на вейдяо на подносах. Ну вот, внутри, собственно, завод. На самом деле очень смешно, просто я немножко такой легкий приступ веселья, потому что обычно, ну, приезжаешь к вам в деревню, там в глушь, там едешь подалеко-далеко, и там чайный завод, ну, все такое вот такое. А есть абсолютно обратная чайная сторона, это когда, знаете, вот массовое такое место, куда приезжают толпы туристов. Это не значит, что здесь делают плохой чай, просто, скорее всего, ну, вот именно чай, который здесь, он будет заметно дороже из-за более высокого на него спроса. И здесь у нас 4 подноса на вейдяо, обжарочный станок для зеленого чая, ну и, собственно, сушилка. То есть все примитивно, просто, но очень чистенько, потому что это такой показательный завод. Обязательно портрет Мао Цзэдуна, обязательно, значит, какие-то местные чиновники известные. Передача, как говорят в Индии, парампара от самых главных лиц страны и города, и провинции, она обязательно здесь присутствует. Вот. Здесь сейчас огромная группа школьников, которые, вот, чтобы я специально сейчас сниму, вот Федор меня снимает, а вот группа школьников меня снимает. Сейчас нам заварит владелец завода, я с ней договорился. Потому что тут только не понятно, куда сесть. Тут столько людей, что, по-моему, некуда сесть. О, отлично, я стащил стул, супер. Все, сейчас мы тут супер попьем чай. Отлично. Она спросила, типа, откуда эти товарищи здесь появились, спросила она уборщица. Они говорят, да там, он через забор перелезли. Она говорит, ну понятно. Все обычно так и еще одни. Сиси.
Сейчас мы ждем, когда вскипит вон та вода. Вон там должна вскипеть вода. И, возможно, как только она вскипит, мы попьем чай. Вот, у нас такая вот, видите, группа поддержки. С Федоровым, когда путешествуем, у нас все по такой стандартной, очень андеграундной, но очень стандартной программе. Приезжаем далеко. То есть мы целый день едем в каком-нибудь грязище, по трэшу там, и так далее. Приезжаем. Я все рассказываю, какой там завод, какой чай там и так далее. А тут у нас вот сегодня все не по программе. Мы думаем, вот наконец-то хоть какой-то трэш-контент, куча детей. Мы сейчас ждем, когда вскипит вода. Кстати, чай может быть даже очень хороший, потому что они очень так показательно берегут плантацию, это видно. Как же жарко вообще в этом Гуанси, вообще ужас, весь потел. Особенно, когда столько людей на тебя смотрят, они нас испепеляют взглядом, поэтому становится еще жарче. Сейчас мы тоже поснимаем. Чтобы вы еще раз увидели, вот это Федор, а вот это вот наше окружение. Вот оно вот здесь вот вокруг. Только что огромное количество китайских детей поняли, что все годы изучения английского языка прошли зря. Первые иностранцы, которые они увидели, не понимают ни слова по-английски. Абсолютно, причем целенаправленно. Я просто, если честно, я каждый раз, когда они говорят это hello, я говорю, ой, чем потом sorry, ничего не понимаю. Да, поэтому как бы я учу их русскому. Ну все, сейчас начнется, цель нашего путешествия наконец реализуется. И мы наконец сможем попить местный чай, потому что постхозяйка отходила принимать сырье. Школьники тут радовались тому, что они попались объективы известнейшего, мощного, самого лучшего в мире телеканала. Сейчас хозяюшка принесет, она сейчас просто должна принять сырье от сборщицы. Хоть и много людей, но основная причина большого количества людей здесь сейчас – это Тиньмин. Везде все поминовения усопших, здесь гора, вокруг завода очень много захоронений. И приезжают родственники помянуть усопших, вот, помянуть предков. Поэтому такие толпы сейчас народу здесь. А так-то в целом это просто известный завод в территории, которая находится рядом с большим таким прогулочным парком государственного уровня. Да, о. Он говорит, что рассматривает сырье, когда при приемке смотрит, что все было красиво. На самом деле побеги действительно очень хорошие, маленькие такие. Обычно такого качества зеленые считаются классным. Да, буфен мой шоу. Он говорит, не надо, говорит, руками трогать, лучше палочкой трогать. Потому что если рукой трогать, то начнется ферментация раньше времени. Я, говорит, руками, говорит, ничего, говорит, не трогаю. Я, говорит, все раскладываю палочкой, расталкиваю. Молодец. А мы пойдем чай пить. Хорошо. Тин-тин-тин-тин. Они заняли мое место. Да, все, не стащите мое место, пожалуйста, девушки. Сейчас попробуем чаек. Такая большая гайвань у него. Фирменный пакетик сишанчха. Все как надо. 对对对，找得到了，然后我们就随便倒了。这都地里边就有了， Ага, 那上网一查， ага. Я ему говорю, что на Байду нашли про тебя инфо, когда ехали из Любава в Хэнсян. Узнали, что здесь тоже есть какой-то чай известный. А решили попробовать. Почему бы нет? У них, конечно, местный диалект, это по аналогии догадываешься с трудом, о чем он говорит, но он говорит, что вот показал мне фотку с коптера их завода, я говорю, только что такую же сделал. Тут у меня справа тоже репортер снимает еще один. О, ну пахнет как приятный такой молодянь. 香不香？ 香. Кстати, в аромате интересные ноты. Он говорит, чай, говорит, отличается от того, который снаружи. 味道不一样。 Я говорю, ну да, действительно отличается. Да, но чаек тут тоже стоит дороже лунзина оригинального. 不一样。 Все понятно, мы поняли. Хороший вкусный чай, очень неплохой, но очень дорогой. Хозяин обещал нам сейчас сделать немножко чая, подарить, поэтому посмотрим, может нам повезет, нам подарит чаечку. Очень, кстати, вкусный чай, но сейчас, конечно, весенний у них безумно дорогой, даже дороже, чем многие ямайшанские чаи с первого сбора и так далее, поэтому я думаю, что да. И тут мы обратили внимание, все эти подростки, которые первое время нами так интересовались, все сидят в телефоне, каждый из них. И вот Федя обратил внимание только на одну единственную девушку, вон там в белом платье, которая в телефоне не сидела.
Причем сначала мы подумали, что она там не сидела только потому, что у нее нет телефона, но нет, у нее есть телефон, и она в нем не сидела. Но вообще, да, все тут так очень лампово выглядит по сравнению с тем же Лунзином, например. Мы здесь даем. 有定位的。谢谢你，很高兴认识。好，再见，好，再见。Нам подарили баночку настоящего чая Сишань. Тут даже есть его адрес, это, в общем-то, главное завода. У нас есть чайная баночка, такая кошерная. Может, потом с этим заводом, кстати, посотрудничаем даже. Почему нет? Потому что попозже, немножко чуть ближе к концу апреля, появится чай более доступный. При этом не факт, что он хуже. Многие уже знают наши бюджетные чаи из Гуанси, они очень даже вкусны. Может, посотрудничаем, потому что на весенний чай именно отсюда, мне кажется, соотношение цена-качество немножечко неадекватно. О, какое классное дерево, да, кстати. Вывеска, как прям тут ворота, все облепило вот такое деревце, обвивает прям его. Мы познакомились с городом Гуйпин и его самым знаменитым чаем. Вот, прогулялись по плантации. Все так довольно было весело и сёрно. Сейчас, наверное, поедем дальше уже, потому что... Ну, что тут еще делать? Тут, в общем-то, кроме этого чая больше ничего особо нет, и поэтому мы, я думаю, поедем дальше. В общем, у нас очень забавная история. У нас сейчас тетушка очень сильно расстроилась, то что Федор сразу пошел прям сходу, мы прям взяли камеру, начали записывать. Тетушка расстроилась, типа сказала, нечего тут ходить по моему заводу и записывать, снимать видео или все такое. А, собственно, почему? Потому что здесь туристическое место, очень много людей приходит. Все эти люди, они, собственно, очень часто там ходят по заводу, снимают какую-то рекламу, там, ну, короче, какой-то ерундой занимаются. И это все не нравится, она поэтому, типа, ходит, не надо мне тут рекламу снимать. Я говорю, да мы не рекламу снимаем, мы говорю, мы путешествуем, мы хотим с тобой сотрудничать, если чай хороший, цена хорошая, качество классное, и вообще все нормально. Сейчас я тут успокаивал минут 5, даже 10, наверное. Сейчас пробуем прошлогодний чай. Чай этого года, она говорит, еще не дал аромат. Я говорю, есть получше-то, что тут летний чай дала какой-то без вкуса, без аромата. Конечно, есть, сейчас принесем. Но если он очень дешевый, то это ничего. В принципе, третий пролив даже какой-то дал вкус приятный. Первый пролив я что-то не очень ощутил. Очень понравился чай. Второй. Это чай Минтяньша, то есть это до Тиньминя сделанный, очень хороший. Но у него очень мало, как это всегда бывает. А это прошлогодний весенний. Сейчас еще раз его распробуем, пока вкус не вышел. Летний чай такой простенький. Сейчас еще попробуем зеленый чай. Из красного мне понравился очень этого года предясностный и вот такой вот замечательный продукт. Ну, в результате долгой дискуссии мы раздобрили сердце хозяйки завода. На самом деле, надо сказать, что здесь просто у них довольно много бывает туристов китайских, которые проезжают мимо, заходят, там всячески их там отвлекают, ходят на заводы, и поэтому они немножко избалованы неприятным вниманием. Поэтому так сначала на нас среагировали. Но потом посидели, попили чая, пообщались, поговорили с хозяином, с ее мужем. В общем, чем они интересны? Ребята полностью органические и при этом еще сертифицированы органически. Платят за это аж 20 тысяч юаней, 200 тысяч рублей каждый год
за то, чтобы к ним приезжала комиссия из Ханчжоу, то, что показали такой вот паспорт замечательный, значит, который проверяет там почву, проверяет кусты, чай, короче, все проверяют на тему того, что действительно органический чай. Я говорю, ну прям действительно, прям вообще ничего не поливайте. Нет, прям вообще ничем не поливаем. Будем надеяться, что это правда. Я посмотрел на сертификаты. Чай действительно очень тонкий в плане качества. Мне показалось немножко дороговат. Но когда узнал на тему органичности его, это, конечно, стало приятно. Немножко другая картина. Кроме того, еще, возможно, будем сотрудничать с ними по летнему бюджетному чаю. И я уже договорился, что летом сделают там на заказ партию, попробуют. Они говорят, что здесь из-за того, что высокогорье, здесь, в принципе, даже летний чай достаточно неплохо. Поэтому вот такая интересная сегодня находка. Я взял совсем чуть-чуть минтянча. У них было всего 7 диней. То есть все будет 2,5 килограмма у нас в ассортименте. При этом, ну, такой средний по ценовой категории. Сейчас точно могу сказать, сколько будет стоить, но не очень дорогой. Чай сделан в конце марта, 20 марта. Такая новиночка. Может быть, чуть позже еще появится чай уже, вот, который делают сейчас, тельмины. Сейчас, кажется, у них тут идет приемка сырья, сборщицы вернулись. Сейчас уже 6 часов вечера, все вернулись с гор. И на заводе уже началось производство. Немножко все-таки просили мы поснимать на заводе, хоть и сначала не хотели, но мы договорились, что все-таки можно, все-таки чай купили. Вот первый, самый, собственно, свежий лист сегодняшний, который весь разложили сейчас на 2 подстилки для вейдяо. Самая стандартная процедура, которую видели мы уже на сотнях заводов. Вот, ну, раскладывается лист ровным слоем. Обычно стараются, чтобы он был слой не слишком толстый. И проходит прогон, выход первой влаги. Обычно эта стадия длится несколько часов, в зависимости от того, насколько влажный лист. То есть это тоже все эти процессы обязательно контролируются вручную. Это следующий цех. По размеру этого цеха и по количеству машин для сминания обычно всегда сужу быстро очень о объеме производства завода. То есть очень легко понять, сколько много чая не переработать. У них тут 2 станка таких маленьких и один чуть побольше для сминания, и все. Ну, то есть понятно, что десятками тонн они точно не орудуют. То есть у них объем это несколько сотен килограмм, наверное, каждая партия, которую они делают там 2-3 дня. В принципе, чая у них не очень много. Но, как бы, в общем-то, не за количеством гонимся, как говорится, то есть важно качество. Здесь, кстати, мне очень умилило их подход к чистоте, то есть они специально тут, ну, часть, где обычно раскладывается свежий лист, перед тем, как пойти сминание, где потом они запускают обжарочный станок здесь рядом. Все застелено кафелем, здесь все обычно всегда одевают специальные тапочки, но я в них не влез, поэтому я зашел босиком, чистыми ногами, да, это важно. Маленькое семейное производство. Но, как всегда говорю, вот мне вот очень умиляет такая, знаете, маленькие нюансы, потому что каждый завод имеет что-то свое, вот какие-то свои вот такие маленькие фишки. Но то, что они застелили здесь разным кафелем, явно взятым с каких-то других мест, там, где что осталось, ну, приятно. В общем, да. Постарались сделать максимально чисто, насколько они могут. А так происходит ферментация. Тут, на самом деле, у них все достаточно просто. У них нет специальной комнаты для ферментации. Они просто складывают чай в бамбуковую корзину и накрывают. Тоже эта стадия длится несколько часов, как и с любым красным чаем. То есть здесь все достаточно просто. Сначала выгон влаги, вейдяо, потом после этого быстрая обжарка, потом после этого сминание. Иногда бывает, что сминают без обжарки, сразу сминают. Это в зависимости от технологии. В корзины ферментация и в соседнем цехе хунган финальная сушка. Вот, здесь технология выглядит так, а на самом деле технология выглядит так везде, где делают красный чай, с разными нюансами. Сяоджун, например, коптят, инджейн там из Юнани, значит, там придумал форму и так далее. То есть много нюансов с красным чаем, но так или иначе обычный красный чай делается именно вот по такой технологии. Без этих стадий красный чай просто не получится. А это склад дров. Здесь тоже такая отдельная гордость этого завода. Но надо сказать, что этих заводов много, где дрова еще в Китае пока не кончились. Да, но так или иначе, в общем, у них и машина для обжарки, и, собственно, финальная сушка хунган тоже у них полностью на дровах. Таким образом, считается, что аромат получается лучше у чая. Но на самом деле я с этим соглашусь, потому что все-таки живой огонь, он по-другому абсолютно работает. Все-таки разница, безусловно, есть. Так же, как и с хунбэем, когда хунбэй происходит либо на углях, либо происходит в большой гансао машине, да, разница большая, дрова придают особый аромат. И особо классные технологии, они еще и смотрят, какой сорт древесины должен использоваться для этого. Но это уже такой отдельный гунфу, которому, я думаю, здесь навряд ли кто-то придерживается. Видно, что просто разные дрова, какие есть, такие хорошо. Вот на таких подносах сушится чай. Он ставится на такие вот железные, большие, такой вот, как это называется, даже стойка, да, стойка на колесиках. Она заезжает сзади меня, там такой большой шкаф, который с той стороны отапливается. И получается такой самодельный сушильный шкаф на дровах большой.
И вот на этих подносах сушится чай. Здесь как раз вот только что была готова партия зеленого чая. Кстати, неплохого тоже, но, к сожалению, весь зеленый чай у них уже был распродан по предзаказу. То есть я не успел. Красный чай немножечко смог взять. Зеленый чай у них очень, на самом деле, пользуется популярностью здесь, потому что действительно очень сладкий, вкусный. И для чая такого предценменного, считаю, очень неплохо. Вот, надеюсь, в следующем году мы его тоже закажем. Пока я решил не брать. Вот, как вы можете взять, если его нет. Но, тем не менее, мы посмотрели, как хотя бы он делается, и познакомились, нашли новый контакт. Это очень полезно и приятно. Вот и сам шкаф. Вот так он выглядит. Сюда заезжает подставка с подносами, с чаем. Открывается дверца. И там происходит, собственно, сушка чая. Вот, здесь посередине стоит мотор, который разгоняет воздух. И топка, то есть, соответственно, получается, что горячий воздух из печи непосредственно поступает на вот эти площади, занятые подносами с чайным листом, и получается, собственно, процесс сушки чая. Вот, кстати, вот именно такой шкаф я вижу первый раз. Это как раз к тому, что я говорю, что вот каждое производство обязательно имеет какую-то свою особенность, и здорово. То есть люди явно сделали это сами, это такое самодельное изобретение, но при этом все очень технологично. То есть вот, пожалуйста, на рельсах, значит, заезжают на колесиках под стойки с подносами, то есть все удобно, то есть технологично, но при этом так вот самодельно. Приятно. Мы тут в шоке просто. Такой хороший гостиница. Ой, розочка. Эй, какой красивый, 100 юаней. 100 юаней гостиница стоит. Ай, эй. Слушай, какой слушай, Смотри, какой вид какой, Вид какой, слушай. Мы тут вообще, слушай, центр города, Ай, какой рум, Сегодня у нас новый день в провинции Гуанси, и едем мы, направляемся в чайные регионы, но иногда проезжаем эти регионы, которые чем только не занимаются, и решил немного рассказать про что-то другое, не только про чай. Сегодня это регион, в котором всякие разные деревообрабатывающие предприятия, которые делают древесину, заготавливают фанеру, делают какие-то там ценные породы деревьев, выращивают конкретно. Вот это вот дерево называется хуанхуали или желтая груша. Выращивается здесь для производства в дальнейшем ценных пород, и при этом это очень дорогое дерево, потому что самый минимальный возраст дерева, которое можно будет уже срезать для промышленности, это 50 лет. Иногда, конечно, берут более молодые, но обычно 50 лет. Поэтому очень ценится древесина. Например, один просто браслет из этого дерева, из желтой груши, стоит там, может быть, 1000 юаней примерно. Вот потому что нужно очень долго ждать. Но тоже такие плантации засаживают и терпеливо ждут, когда, может быть, уже потомки будут использовать именно эту древесину. Здесь очень много разных пород, но вот это вот, прежде всего, обратили внимание на нее. А здесь производство фанеры. Конкретно вот видно бревна эвкалипта. Из эвкалипта делают фанеру. Раскладывают по 2 слоя. В основном здесь, говорят, делают 9-слойную фанеру из эвкалипта. Эвкалипт, кстати, очень быстро растет. То есть обычно там 4 года и уже срезают, надо чуть старше, надо чуть моложе, но как бы он очень быстро растет. На самом деле есть одна проблема, то что эвкалипт очень много забирает воды из почвы и прочих полезных элементов, и поэтому он сильно очень истощает почву, так что, в общем-то, его выращивание для экологии не самое хорошее. Нужно смотреть, выбирать, контролировать и не выращивать его слишком много в одном и том же регионе, иначе просто он осушает очень сильно почву, но это далеко не единственная проблема. Ну вот так вот, да, раскладывают на сушку, несколько дней сушится только что сделанное такое вот полотно, и потом это отправляется на производство. Тут таких производств просто сотни, то есть просто тоже очень большие территории, и выращиваются тут же, и тут же срезается, тут же производится. Надо сказать, что, конечно,
дороги, которые не гаусу, то есть не высокоскоростные, они в Китае достаточно медленно очень по ним передвигаться получается, то есть это может стоить там, ну не знаю, 3-4 часа там ехать, а там 60 километров там, или 70 километров. Почему? Потому что очень много грузовиков, часто еще бывают такие дороги, которые объезжают скоростные трассы, но при этом они как бы такие сквозь всю там 2 или 3 провинции идут такая дорога. И на ней просто безумное количество грузовиков, и можно ехать реально очень долго. Остались еще довольно много участков, где нет вообще скоростных трасс в принципе, особенно в южных провинциях, то есть в той же Юнане, здесь тоже Гуанси сейчас. Вот поэтому приходится на них ехать. Сейчас мы остановились покушать. С дороги спасаемся периодически мы сыром, вот, потому что вот конкретно пармезан новозеландский, за что спасибо моему другу Андрею, вот, периодически меня снабжает вместе с китайской едой, довольно забавно получается. Сейчас мы обедаем. Вот у нас такой скромный стол, перчики, тофу и зелень. Вот такая зелень. Самые простые блюда, при этом очень вкусно. Я всегда люблю говорить то, что самые обычные забегаловки часто, да, бывает очень неожиданно, но прям очень вкусно оказывается в самых неожиданных местах порой. Сейчас уже вечереет, сегодня у нас такой день в дороге, почти весь день. Вот, много про дорогу. В общем, сегодня мы были на нескольких таких вот крупных, скажем так, фермах. Не стали особо ничего снимать подробно, потому что сейчас не сезон. Но на одной из них была партия, которая была по предзаказу практически еще сделана. Мы договорились об этом еще в марте. Зеленого чая местного, очень хорошего. Осталось для нас небольшое количество. И мы надеемся, что потом в дальнейшем будет еще. Но сейчас закупили буквально совсем чуть-чуть. Очень хорошего зелененького чаечка. Вот он. Зеленый местный, так он называется, очень просто люча, зеленый чай, зеленый чай из провинции Гуанси. Вот. Раньше работали с этим поставщиком, он также делал нам другие сорта зелени с жасмином и так далее, но в последнем году мне не очень понравилось качество, мне пришлось сейчас лично приехать. Большое количество еще не пошло, но вот один единственный сорт уже они сделали, самый первый, вот, и его мы забрали быстро. И поехали дальше, потому что сейчас мы едем уже на границу с провинцией Юннань, практически туда, в регион Байсе. Там есть высокогорный чай со старых деревьев, то есть это Гуанси, это Гуанси и высокогорный чай со старых деревьев. Технология аналогична производству пуэра, там из него делают и маучашен, и много чего другого. Я там еще лично не был, хотя мы общались дистанционно с некоторыми производителями, так что, надеюсь, тоже будет много чего нового. Но дорога далекая, туда 3,5 часа пути было. Мы сейчас еще попали в пробку. Пробка довольно-таки неприятная, вот такая вот. Вот, то есть все тут красное. Вот, и поэтому мы надеемся доехать хотя бы к вечеру туда. Вот, еще ехать больше 2 часов. Так что будет все хорошо, я надеюсь, сегодня. Остановились немножко отдохнуть. Кстати, вот так выглядят типичные стоянки для отдыха на скоростных трассах в Китае. Очень удобно все, в принципе, так же, как и на Западе. Вот, то есть большое здание, как правило, там можно поесть, какая-то такая столовка. Естественно, тут заправка, надо даже пара заправок. Здесь конкретно 2 заправки 2 разных компаний. Большой туалет, ну, короче, все, там какой-то магазинчик, бывают магазинчики с местными сувенирами. И, ну, то есть, как бы все для людей, как говорится. Все предназначено для того, чтобы долго можно было ехать и спокойно отдыхать, останавливаться и так далее. У нас сейчас водитель подустал после нескольких часов езды, и мы едем дальше. Сейчас чуть-чуть передохнем только.